М. М. Ну, это я понимаю. Есть в жизни счастье. Обязательно приготовьте. Всем привет! Вы на кухне Инь-Янь, и сегодня у нас кулинарный эксперимент. Приготовим в домашних условиях пиццу пепперони! Погнали! Тесто приготовьте заранее. Можете купить готовое, а ссылочку на свой рецепт теста для пиццы я оставлю в описании. Для начала приготовим наивкуснейший соус, так как он должен остыть. Зальем кипятком несколько помидорок. Оставим минуток на 5-10. Кожица будет сниматься легко и просто. Не забудьте удалить сердцевинки. Томаты необходимо нарезать на небольшие кусочки, чтобы блендеру было легче измельчать. Я делаю это прямо на тарелочке. Таким образом, томатный сок никуда от меня не убежит. Измельчаем помидорки в блендере и получаем томатный сок. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Будем варить соус. Выкладываем нарезанный на мелкие кубик репчатый лук. Будем обжаривать его до готовности, но не пережариваем. Вливаем в сковородку томатный сок. Добавляем сахар, непрерывно перемешиваем. Добавляем сухой чеснок, можно и обычный натертый на терочке. Далее хмели сунели. Снова все перемешиваем. Красный сухой перец. Черный перец. Соль по вкусу. Постепенно увариваем соус. Внимательно посмотрите, до какого состояния. Он должен загустеть, уменьшиться в объеме и не сильно растекаться. Я специально не ускоряю видео, показываю, насколько он густой. Растекается очень медленно. И еще, он стал гораздо темнее по цвету. Поверхность присыпаем мукой. Будем раскатывать тесто. Тесто больше не вымешиваем. Немножко растягиваем и раскатываем от центра к краям. Тесто не любит суеты, оно любит ласку. Поэтому наслаждаемся процессом.
Аккуратно при помощи скалки переносим тесто на лист, который необходимо смазать растительным маслом. Придаем круглую форму, выравниваем. Начинаем выкладывать начинку. Первым слоем будет наш наивкуснейший соус. Разравниваем его. Отличие пиццы пепперони от классических пиц в том, что вторым слоем выкладывается сыр. По-правильному это сыр моцарелла, но я заменила его на обычный голландский. Угадайте почему? Пишите в комментариях варианты ответа. Посмотрим, кто-то угадает или нет. Почему мне пришлось поменять моцареллу на голландский? Далее выкладываем нашу колбаску, и это салями, нарезанное кружочками. Старайтесь сделать это красиво. Будем выпекать пиццу в духовке при температуре 200 градусов, приблизительно 15 минут. Так как духовки все разные, то все же поглядывайте за своей пиццей. Сейчас будем пробовать, а пока подпишитесь на наш канал и не забудьте написать комментарий. Ну что ж, попробуем, что у нас получилось. Так. Отрежу себе самый большой кусок. Так, лопаточку не приготовила, но... О. Oh, beautiful. Ням-ням-ням-ням. Ну, тут я понимаю. Есть в жизни счастье. Обязательно приготовьте. Всем пока, я пошла доедать за кадром. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось. Оставайтесь с нами. Увидимся! Всем пока! Нет, не пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте класс, ну или не класс, нет, не так.